Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Динамо СПБ ФК-24 с модом РПЛ ФНЛ с 1 по 3 лигу. Мы в прошлой серии, к сожалению, вылетели из Кубка России. Досадно мы уступили по пенальти, снова в комментариях было разделение, так скажем, на два фронта из-за того, что я решил по справедливости сыграть и не забить пенальти, которые нам поставили. Мы посмотрели повтор, не увидели там руку, но в комментариях появились ребята, которые начали писать, что надо забивать все. Если тебе поставили пенальти, значит бей. Зато когда я, например, зарабатываю пенальти и забиваю, начинают писать в комментариях о том, что там не было пенальти, зачем ты забиваешь то, чего нет. В общем, как обычно, палка о двух концах. Как ни сделай, всегда найдется тот, кто посчитает как-то иначе всю эту ситуацию. У нас сегодня заканчивается сезон, ребята. Сегодня мы доиграем матч, который у нас есть. Что-то просимулируем, что-то сыграем. По факту нам нужно выиграть у Динамо Владивосток, которые идут за нами. Может быть, у Калуги. Ну, посмотрим, как будет все складываться. Серия стартует матчем против Спартак Нальчик. Эту игру, ребята, мы будем симулировать. Ну, а вы пока поддержите видосик своим лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте залетать по ссылкам в телегу, на Twitch канал, на второй канал с прохождениями. Ну и здесь мы побеждаем со счетом 1-0. Единственный гол на счету Умарова. Осталось, ребята, 5 туров до конца сезона. И мы встречаемся с Динамо Владивосток, которые идут на втором месте. Они уступили в прошлом туре Зениту 2, так что сейчас мы можем, в принципе, отпраздновать наше чемпионство, если обыграем их, и я думаю, мы постараемся это сделать. Все-таки играем дома. Давайте взглянем на их стартовый состав. Вот так вот он выглядит. У них неплохая статистика, но одно поражение все-таки есть. И Брагин у них сегодня на замене. Это, если я не ошибаюсь, вообще лучший нападающий в этом сезоне. Ну вот, оставили они пока его в резерве, а у нас выходит вот такой вот составчик сегодня на игру. Ну и, ребята, поехали. У нас сейчас главная задача закончить сезон, получить деньги, какие бы то ни было, продлить Альварадо и, ребята, нанять двух хороших скаутов. Одного скаута, который будет искать нам уже готовых игроков, а второго скаута, который будет находить молодых дарований для нашей академии. Ну и, конечно, хотелось бы выиграть этот сезон. Уж раз в Кубке не получилось, то с хорошим отрывом хотелось бы занять первую строчку и уже, так скажем, готовиться к ФНЛ 2, готовиться к новым испытаниям, к новым соперникам. Уж даже не знаю, что нас там будет ждать, потому что здесь мы, в принципе, раскачались в ФНЛ 3 довольно неплохо, и действительно команда вышла на уровень выше, чем соперники. Мы это показывали и в Кубке. Да, может быть, немножко не повезло. Да, у нас, конечно, есть такие игроки, как Альварадо, есть Артега, но мы подключаем к нашему составу и молодых ребят из Академии. Такие, как Козлов, Шмидт. Появился у нас Эриксон, правый защитник. Ну а сейчас Танков идет вперед. Танков уже в штрафной, он простреливает. Гавриленко, один удар, второй. Мы забиваем. Мы забиваем, друзья, уже в начале этого матча. Здесь спас защитник. Кстати говоря, если бы Гавриленко не добил, то, возможно, было бы пенальти. Потому что вот на этом повторе было видно, как мяч попадает в руку сопернику. И появился как раз-таки значок, что реф может назначить пенальти. Это Гавриленко, это его 8-й гол в 30 матчах. И мы выходим вперед. 1-0. Ну, так скажем, чемпионское начало этой встречи. На 10-й минуте забить. Ну, конечно, хотелось бы сегодня еще и не проиграть. И Артега здесь борется. Дал сделать подачу в штрафную. Там уже пришел Альварадо. И в итоге удар от ворот. Неплохо разыграли треугольничек. Эриксон летит сейчас в штрафную. Но здесь немножко ему скорости не хватило. Так, на рывке-то, в принципе, убегал неплохо, но... Передача на Корша. Корж залетает в штрафную. Можно катить на Танкова. Танков. Ну, здесь, ребят, все шикарно. Как говорится, все шикарно и просто. Танков забивает на 23-й. Наш чемпионский кураж в чемпионате продолжается. Ну, как бы это смешно ни звучало, но мы в ФНЛ 3 стали командой, как Манчестер Сити в чемпионате Англии, которая может, конечно, где-то сыграть ничью, где-то уступить, но в основном
Во второй части сезона мы по многим клубам проходимся каточком. А Динамо Владивосток пытается найти свои моменты. Но вообще странно на самом деле, когда команда держит на скамеечке в резерве лучшего бомбардира лиги Коршунов. Гавриленко. Хороший пас на Танкова. Успеет? Не успел. Артега сейчас отпустил соперника по флангу. Динамо Владивосток уже залетели в нашу штрафную, но мы пока не даем им здесь ничего создать. Перекрываем зоны. Сейчас будет удар. И Яшин молодец. Отлично, Шиков. Здорово, мяч выгрызает. Гавриленко не смог мяч прокинуть. И тут же в концовке первого тайма Динамо Владивосток пытается добиться атаки, которая по итогу закончится голом, и она действительно им заканчивается. 2-1. Они сокращают отставание. И говорят нам, что не просто так сейчас в турнирной таблице они на втором месте, дышат нам в спину. И вот именно в матче происходит то же самое. Мы забиваем 2, они забивают 1. И в принципе положение в этой встрече сейчас примерно такое же, как в турнирной таблице между командами. Мы первые, а они вторые. Эриксон. Молодец. Отвоевал здесь мяч, пытался по флангу прокинуть его сразу же на Альварадо. В итоге снова Эриксон. И снова пас на Альварадо. Альварадо набирает скорость по флангу. Уходит пока от соперника, но партнеров особо нет. Можно в центр сыграть. Хорошая передача Гавриленко. Удар с левой в дальний. Свалился. Свалился мяч с ноги. Подача на дальнюю штангу. Момент. Удар. Яшин спасает. Козлов с мячом. По левому флангу сейчас набирает скорость. Подача на дальнюю штангу. Удар по воротам. Корж пробивал головой. Альварадо. Здорово. И Шиков видит Альварадо сейчас на правом фланге. Альварадо залетает в штрафную. Можно простреливать. Получите, распишитесь. Танков забивает еще один. Но здесь, конечно, шикарная передача Шикова. Классное забегание Альварадо в штрафную и шикарный прострел в центр на Танкова. Здесь он просто не имел права не забить пустые ворота. 15 минут и, возможно, празднование мы уже с вами увидим. Интересно на самом деле посмотреть, как вообще выглядит кубок ФНЛ 3. Я потому что за этой лигой особо не слежу. Команды, понятное дело, какие-то я знаю. Какие-то команды, это можно сказать, вторые клубы основных команд РПЛ. Артега пролетает мимо. Остается буквально 1 минута. Подача. Яшин забирает мяч в руки. И все. Звучит финальный свисток. Победа 3-1 над ближайшим преследователем турнирной таблицы. И сейчас мы с вами узнаем, будет ли награждение. Ну, судя по тому, как несутся сейчас игроки скамейки на футбольное поле. И трибуны ликуют: чемпионы, чемпионы. А это значит, что действительно сейчас мы увидим с вами стенд, на котором будет награждение. Да, не получилось в Кубке России в этом сезоне блеснуть, но если бы мы его выиграли с первого сезона ФНЛ 3, мне кажется, это было бы не так и интересно. У нас есть цели, к которым мы будем идти. У нас сейчас есть цель добиться уже победы в ФНЛ 2. И вот так вот выглядит трофей ФНЛ 3. На мой взгляд, выглядит довольно интересно, необычно. Это даже не кубок, а вот такая вот, даже не знаю, как сказать, статуя, не статуя, что это? Ну и мы чемпионы. Чемпионы ФНЛ 3. За несколько туров до конца. Сейчас можно будет остаток сезона быстренько просимулировать. И уже, так скажем, приступать к предсезонке, к подготовке ко второму сезону. Ну и, конечно же, разбираться, что у нас там по трансферам. Наша команда заслужила в этом сезоне победу. Мы действительно собрали хороший коллектив. Может быть, да, где-то мы выступали не очень здорово, где-то пропускал Яшин, где-то не дорабатывала атака, оборона, центр поля. Но, тем не менее, мы подтянули игроков молодежки.
сделав из них даже основными игроками старта. Ну и команда празднует. Команда, ребята, заслужила эту победу. У нас сейчас 80 очков, осталось 4 игры. Давайте симулировать матч против Тульского Арсенала 2 и посмотрим, как он завершится. Это снова домашняя игра, победа 2-1. Гавриленко и Коршунов забили по голу. Следующий матч, игра против Калуги. Здесь у нас тоже будет симуляция, это уже выездная игра. И смотрим, как завершилась она. Победа 3-1. Умаров делает дубль и 1 гол Козлова. Следующий матч против Иркутска. Это предпоследний тур, получается. И смотрим, как завершилась эта игра. Это домашняя встреча, и команда у нас полна сил. Надеюсь на победу. Победа 2-1. Коршунов и Танков забили по голу. Ну и последний тур сезона, игра против Носты, и мы едем к ним в гости, смотрим, как эта игра завершилась, и надеемся на победу. Победа 1-0, Гавриленко забивает единственный мяч. Сезон закончен, наша команда набрала 92 очка за 38 туров. Внизу турнирной таблицы у нас оказались Тульский Арсенал 2, Пересвет и Динамо Ставрополь. Ну а с нами... мы выходим с первой строчки. Носта, Динамо Владивосток и Кубань Холдинг, они будут биться, как я понимаю, в стыках. Брагин из Динамо Владивосток закончил бомбардирскую гонку на первом месте, 24 гола из нашей команды. Здесь я вижу только, ребята, Коршунова 11 голов, у Танкова 11 голов, у Умарова 11 голов. Вот, собственно, бомбардиры нашей команды, и Гавриленко 10 голов. По голевым передачам Танков лучший, 13 голевых, Гавриленко на третьем месте. Есть также Шиков, Коршунов по 7 голевых, Альварадо 6. Ну и в принципе все. Ну а по сухим матчам Яшин оказался лучшим. 15 сухих матчей в 35 проведенных встреч. Давайте быстро пробежимся по тому, как прошла наша команда на повышение. Альварадо получил +2 за этот сезон, +2 у Артеги, +2 у Козлова, +4 Танков, +3 Каримблум, +3 у нас Новицкий, Уткин, также +4 Гавриленко, +3 Калистратов, Коршунов +5 получается, да? Так, здесь +1, +3, Умаров не прокачался, Масальский +2, Яшин +3, тоже неплохо, Шмидт, ребят, тоже чуть подкачался. Что у нас, кстати говоря, по Эриксону? Если он здесь у нас, у него +3. Хотя он появился в середине сезона, я думаю, этот парень может еще раскачаться. Как мы видим, Лигу Европы выиграл Вест Хэм. ЦСКА выиграл Кубок России. Лучшая команда недели здесь у нас, кстати говоря, Яшин оказался из нашей команды. И на этом все. Лидер по голевым передачам — это у нас Танков. Назван лучший голкипер турнира — это как раз таки Яшин. Лигу чемпионов выигрывает Манчестер Сити. Ну а Лига конференции Брюгге достается, как мы видим. Итак, ребята, сейчас как раз таки мы с вами наймем хорошего скаута для поиска молодых талантов. Давайте посмотрим здесь по звездам. Ну вот лучший, как я вижу, 4 звезды опыта, 4 звезды суждения за 2 миллиона из России. Мы как раз таки отправим сейчас этого паренька искать таланты. Так, что? Куда пойдем? Наверное, надо русских все-таки футболистов каких-то искать. Пока пускай ищет русских, потом мы будем его посылать, наверное, искать, я не знаю, каких-нибудь, может быть, бразильцев, может быть, французов, почему бы и нет, хотя хорваты тоже, в принципе, неплохой вариант. Давайте тогда посмотрим, здесь у нас Россия, вот сюда и направим его. Нам нужен хороший нападающий. Так, нападающий, позиция, форвард, да? Потому что у нас все-таки Умаров уже старичок. Ну и также мы можем нанять хорошего скаута. Вот я вижу здесь на 5 звезд за 4 миллиона. Я думаю, можно отправить как раз-таки его. Так, куда мы можем тебя направить? Ага, здесь, смотрите, в Южной Америке у нас почему-то этот скаут только Аргентину показывает. Здесь уже нет других регионов. Почему так, я не знаю. Ну, кого еще можно? Нидерланды, Румыния, Польша, Дания, Ирландия, Шотландия, Швеция, США. Ну, странно, почему у этого скаута так мало регионов.
Может, какой-то баг, не знаю. Напишите, ребят, в комментариях, если вы знаете. Давайте вообще пробежимся по составу, посмотрим, что у нас здесь есть. Так, предлагаю вот этого Зуева выставить на аренду. Уткин, Артега, Калистратов. Здесь сколько? 20 лет. Ну, тогда у нас всего 3 ЦЗ останется, да? Новицкий, Эриксон, Орлов, Пикарев. Козлов, Шиков. Шиков остался, он после этого сезона завершает. Так, Самсонов давайте тоже в аренду. Что еще здесь? Альварадо, Коршунов, Алиев, Шилов, Боковой. Умаров через 11 месяцев контракт заканчивается. Нам надо, кстати, переподписать многих ребят. Сейчас, я думаю, этим и займемся. Давайте посмотрим, у кого сколько осталось. Так, Салимов, окей. Первым делом, наверное, нужно подписать дальше Танкова. Сколько у него? 1600, да? Сейчас посмотрим. Ну, давайте от 1600 до 2300. Давайте вот так. Согласиться на 2 года. Окей. Дальше смотрим. Шиков. Так, Артега. 8000. Поручить... Ага, уже продлили. Странно. С Яшным давайте. 650 евро. Ну, давайте вот так. На 3 года, отлично. Так. Умаров. 210 тысяч у него зарплата. Артега, Салимов, Шиков, Болдырев. Ну, ладно, с этими потом, если что, разберемся. Здесь уже не так важно. Зуев и Самсонов у нас, ребят, перешли. Один пошел в аренду Волгу, другой в Пересвет. Ну и будем надеяться, что они поднаберут форму. Давайте быстренько пробежимся вообще по командам, которые есть у нас в ФНЛ-2. Ленинградец, Амкар Пермский, Чайка, Динамо Брянск, Динамо СПБ, Динамо Владивосток вышли, кстати говоря, вместе с нами. Енисей, Таганрог, Кубань Холдинг, Кубань Краснодар, Металлург, Носта, Новосибирск, Родина Москва, Ротор, Волгоградский Сокол, Спартак Кострома, Велес и Волга Ульяновск вместе с Текстильщиком из Иваново. Ну и первый тур у нас против Металлурга. Давайте сейчас посмотрим на состав соперника. Вот так вот он выглядит. Здесь уже ребята посерьезней. Как вы видите, у них рейтинги уже побольше. Начали появляться команды уже с 1 звездой сразу. Ну а давайте посмотрим на состав нашей команды. Здесь, наверное, нужно ребята немножко подшаманить. Вместо Уткина у нас, конечно же, выйдет сегодня Альварадо. Так, Эриксона мы сразу ставим вместо Каримблума, наверное. Пускай прокачивается. Каримблума возьмем с собой. Так, Гавриленко мы вот так вот поставим. Потому что, ну, Шиков уже, сами понимаете, он сдает. И он заканчивает после этого сезона. Так что нужно развивать. Но видите, у нас, смотрите, Танков 66-й уже. Яшин 60-й. Шмидт 59-й, Гавриленко 63-й, Козлов 70-го рейтинга, вообще прям пушечка. Ну и погнали. Погнали на первую игру 2-го сезона. Это ФНЛ-2. Это первая игра. Мы приехали в гости к Металлургу. И будем биться сейчас за первые 3 очка в новом сезоне. Если в первом сезоне в ФНЛ-3 мы, в принципе, уже все команды изучили, и для нас особых проблем не возникло, то сейчас, ребята, все в новинку. Ну а в следующей серии мы с вами уже начнем новый путь в Кубке. Так скажем, 2-й заход уже во 2-м сезоне. Ну, посмотрим, как сейчас соперники играют. Артега, Коршунов. Здорово, Корш развернулся. Артега. Мы сейчас, ребята, покажем чемпионскую игру. Артега навешивает. До Танкова мяч не доходит, и здесь в борьбе здорово. Артега, Коршунов. Гавриленко. Не смогли мы здесь быстро накрыть. Не знаю я, кто выиграл ФНЛ в прошлом сезоне, кто перешел в первую лигу. Да это сейчас не так и важно. Коршунов играет на Танкова. Танков с мячом. Немножко раскачал здесь соперника. Козлов, Шмидт. Очень хороший прессинг показывает команда соперника. Альварадо закидывает на Шмидта. Шмидт делает скидку на Танкова. Танков бьет и голкипер вытаскивает. Артега. Не вышло здесь продавить, хотя вот тут получилось. И дальше тоже Танков. Нужно решать. Штанга, Танков, добей.
Танков отыгрался с воротами соперника. И он становится автором первого гола во втором сезоне. Первым он был лучшим распасовщиком в нашей команде, хотя, казалось бы, да, центральный нападающий. Ну, вот такая вот статистика. А здесь он отыгрывается со штангой и забивает гол, опережая вратаря. Это 1-0. Это 22-я минута. Танков забивает, и мы повели. Передача на Шмидта. Альварадо. Он видит сейчас забегание Эриксона, а пошел перевод на Коршунова, но мяч до Корша не дошел. Хорошая передача за спину. Здесь Масальский не пускает соперника вперед. Нужно первый тайм доигрывать в роли лидера, ребята. Нарушение правил. Вот это интересно. Козлов берет разбег. Бьет поворотом рука. Рука, ребята, вот здесь я буду бить точно, потому что это было откровенно. Стенка подпрыгнула. Ну и здесь буквально в баскетбол решили сыграть. Танков у мяча. Это шанс на дубль. Танков берет разбег. Бьет поворотом. Не оставляет шансов вратарю. 2-0. И дубль Танкова. Вот такой вот страх мы будем вселять в команды ФНЛ-2 в этом сезоне. Я думаю, после 3-4 туров уже станет немножко понятно, кто там выбьется в лидеры, с кем нам предстоит бороться в этом сезоне, потому что команд много, и, ну, будем честны, есть команды, у которых уровень действительно слабоват. Переводит на Альварадо. Удар есть в одно касание. Шмидт, ребята. Он держится за колено. Надеюсь, там ничего серьезного. Это 3-0 в первом тайме. Вот такое вот дебютное выступление нашей команды ФНЛ-2. Ну и здесь я бы отметил Альварадо, как вообще разыграли эту комбинацию. Шмидт поймал мяч. Ну а дальше столкнулся жестко с вратарем. Ну вроде как с ним все в порядке. Но мне кажется, знаете, сейчас мы еще немножко под куражом первого сезона, под вот этим вот победным триумфом. И команда прям действует здорово. Никто не успел, так скажем, устать. У нас не было каких-то сильных изменений в составе, поэтому, в принципе, все те же играют. Химия осталась. Понимание тоже. Корж. Здорово. Танков. Попытка дальнего удара в исполнении Шмидта, но он не докрутил. И начинаются сразу замены у соперника, причем что даже двойная. Здесь пытается и главный тренер что-то поменять. Гавриленко. Удар в дальний. Вынимай. Вынимай пятнистый. Гавриленко тоже забивает. 61-я минута. Это наш Биллингев, ребята. Негодуют трибуны. Дебютанты ФНЛ-2 залетают в гости к Металлургу и просто катком урабатывают их у них же дома. Дали сделать подачу, но наш капитан спокоен. Удар есть. Яшин все же пропускает. Вот самое обидное, ребята, самое обидное. Когда ты побеждаешь, ты забиваешь много. Ну, где-то моментик все-таки соперник находит и огорчает твоего вратаря. Липецкий Металлург забивает гол. Ну, чем-то, знаете, вот этот гол похож на гол Гавриленко, когда вратарь тоже так распластался, но отбить не сумел. Вышел Шиков. Корж, классно. У Козлова травма. Вот это, честно скажу, неожиданно. Корж, ну что, твой гол сегодня будет? Будет, ребята. Будет этот гол. Это 5-1. Надеюсь, с Козловым ничего серьезного. Ну и здесь снова здорово. Гавриленко выкатывает на Корша, и Корж аккуратно подкручивает в дальний угол. Куча замен. Умаров, Болдырев. Главный арбитр добавил 2 минуты. Они уже почти истекли. Возможно, сейчас последнюю атаку проведем. Умаров. Залетел в штрафную, удар Умарова, и это спасение. Альварадо, подача, Коршунов, скидка, добить.
И звучит финальный свисток, победа 5-1. Вот так вот мы, ребята, развлеклись на старте второго сезона в матче против Металлурга. Давайте посмотрим, что там с Козловым. Как мы видим, Рабье присоединился к Манчестер Юнайтед. Чемпионом Европы становятся итальянцы. Ну а мы, ребята, увидимся с вами в следующей серии. Поддержите видео лайком, пишите комментарии. В следующей серии нас будет ждать игра в Кубке. Продолжение уже второго сезона ФНЛ 2. Надеюсь, что будет жарко. Ну и увидимся. С вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.